Всем привет! Сегодня у меня видео по моим гортензиям. И в этом видео хочу предупредить вас, не спешите выкапывать гортензии, которые не перезимовали. На этом участочке у меня 4 гортензии. Древовидная гортензия Аннабель. Она очень хорошо после зимы пошла в рост, нарастила новые побеги. И здесь у меня 3 гортензии Хамелеон. В прошлом году они у меня цвели. На зиму я эти гортензии укрывала спанбондом, прикрывала корневую систему. Укрытие делала очень хорошее. Вот это Хамелеон гортензия весной пошла в рост, нормально нарастила новые отросточки. А вот эти две после зимы остались просто сухие ветки. Почему сухие ветки остались? Мы ползимы весной делали на даче ремонт. И когда приехали, я увидела, что спанбонд снят. Ящики отодвинуты. Ну, в общем, у нас здесь коты наши любимые. Но они, по-видимому, игрались, поснимали, посдвигали ящики, посрывали спанбонд. И даже я видела, как кот Федька у нас грыз стебли. И, в принципе, они у меня замерзли. Если бы это я увидела вовремя, то, конечно же, приняла меры. Но так как мы приехали, они были несколько дней открыты и получили свою дозу мороза, холода, то остались только вот такие сухие стебли. Они у меня весной не вышли. Я все хотела их вырвать, вот эти стебли, прибраться здесь, удалить их. Но все не хватало у меня на них времени. Да потом. Сейчас начались дожди, обильные дожди, уже неделю идут. И вот смотрите результат. Из корня пошли отросточки. Вот такие отросточки пошли из корня. Поэтому хочу предупредить, что не спешите удалять сухие гортензии. Возможно, из корня появятся новые отростки. Вот эти гортензии я собираюсь забрать на дачу. Хотя уже начало июня, но сейчас погода, все время идут дожди, погода не очень жаркая, поэтому я их собираюсь пересадить на даче. Почему? Потому что здесь для них очень плохое место. Плохое тем, что посажены они под яблоней. Да, им здесь тенечек, рассеянный солнечный свет, но корни яблони тянут все питание на себя. И поэтому гортензии у меня очень плохо развиваются. Они цвели в прошлом году, но куст недостаточно большой. Поэтому я их буду пересаживать на другое место. И сейчас, пока еще не едем на дачу, возьму череночки древовидной гортензии Аннабель, посажу их на укоренение, чтобы, не дай бог, не потерять эту гортензию, чтобы у меня был запасной вариант. Взяла вот такую формочку для укоренения. Вот такая у меня грунтосмесь для рассады. Но она уже идет с вермикулитом. Есть, вот, как видите, есть вкрапления. Почти половина формочки грунтосмесь. Сверху насыпаю слой песка примерно в сантиметр. Песок у меня из карьера. Песок можно взять речной, потому что в нем нет никаких примесей. Слой песочка у меня получился примерно сантиметр. Проливаю хорошо грунт обильно. Можно с пульверизатора пролить, чтобы не нарушать верхний слой песка. Но так как у меня сейчас все на даче, поэтому проливаю в кружки. Все инструменты мои на даче, все проливки, опрыскиватели, все сейчас на даче. Поэтому будет так, как будет. И сейчас иду нарезать череночки.
Череночки буду брать снизу растения, недалеко от корня, потому что на каждом стебле, который вырос, будет бутон. И мне жалко срезать верхушки стебелечков. Ну, как бы я потеряю цветок. Поэтому беру внизу куста, которые идут внутрь. У такого стебелька получится, наверное, пару череночков. Вот еще один такой. Этого будет достаточно. Начинаю обрезать череночки с макушки. Оставляю одно междоузлие. Примерно сантиметр от листиков делаю наискось срез. Обрезаю нижние листья. И макушечные большие листья срезаю наполовину. Даже можно будет немножко больше срезать. Вот такой череночек у меня получился. И опускаю череночек под углом примерно 45 градусов до начала прорастания листиков. До розеточки с листиками. Вот так. И следующий череночек. Старайтесь, чтобы листики друг друга не касались. Развернуть там их. Я это все делаю без корневинов. Я не знаю, почему-то у меня совершенно не получается укоренять с корневинами. Все-таки нашла я брызгалку из воды туалетной. Сверху сбрызгиваю по листикам простой водичкой. Не очень она хорошо у меня работает, эта брызгалка. И накрываю вот такой прозрачной крышечкой. Для парникового эффекта заглубляю крышечку в песок. И вот так, такой у меня будет парничок. Стоять этот парничок у меня будет на веранде. Здесь прохладное, более-менее прохладное помещение, нет прямых солнечных лучей. И вот так до самого укоренения. Конечно же, результат я вам покажу, какой будет. Будет ли результат без укоренителей, без корневинов. Просто грунт, песок и черенок с водичкой. Есть у меня еще один череночник для гортензий. Этот череночник у меня с осени. Осенью соседка обрезала свою ванилу фрайс. Уже черенки были одревесневшие. Я их забрала и осенью просто потыкала в грунт, прикрыла ящиком, сверху пленка, не пленка, а агроволокно. Вот так оно все выглядело. И вы знаете, весной, ранней весной открывала, вот эти все черенки были зеленые. Сейчас они, ну вот зеленый один только остался маленький, остальные все сохнут. Корней в них еще нет. Ну, что я думаю? Я думаю сделать ивовую воду. Это природный образователь корней. Ивовая вода очень хорошо для образования корней. И опустить вот эти череночки в воду из ивы. Ну, возможно, ивовая вода поможет прорасти корням. И еще один метод укоренения гортензии – это укоренение отводками. Хочу я также сделать отводками. Вдруг не примутся у меня черенки, которые я только что нарезала. Примется вот этот куст, и примется он обязательно. Ну, это как бы для перестраховки. Выкапываю под кустом вот такую канавку. Ну, глубиной может сантиметров 10. Прикладываю к канавке и обрываю листики там, где будет стебелек касаться грунта.
прикладываю к грунту и прижимаю вот такой скобочкой железной. Сверху присыпаю скобочку и стебелечек землей. И вот так утрамбовываю. Проливать я сейчас не буду, потому что грунт настолько влажный, у нас уже неделю идут дожди. Но если у вас грунт сухой, желательно вот это место, где стебелечек присыпан землей, пролить. Вот так. Оставляем примерно 15-20 сантиметров верхушечный побег. И вот здесь, на местах, где я оборвала листики, здесь будут образовываться корни. Вот это все оставляем до следующей весны. Значит, они у меня будут целое лето. Осень, зиму вот так в грунте. Весной раскопаю грунт и посмотрю, образовались ли корни или нет. И уже с корнями пересажу на новое место. Для черенкования отводками я взяла вот такой молодой стебель. Стебель этого года. Прошлогодние стебли жесткие, вот такие, не годятся для отводок. На этом видео заканчиваю. Пересадка вот этих гортензий, которые проросли недавно совсем, будет в другом видео. И это уже видео будет с нашей дачи, так как эти гортензии я буду пересаживать на даче. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.